Не самая плохая идея появилась сегодня попробовать пешочечком дойти до площади Сохо, вроде как с отеля Пик Альбатрос. До этой прекрасной площади у нас 2,6 километра. Говорят, что пешком около 30 минут. На такси, конечно же, дороже. Это я, и в конце этого видео меня чуть не сожрет койот или еще какая-то неведомая фигня из пустыни. Зачем мне нужно было ночью переть через пустыню пешком, мне до сих пор не ясно. Что касается такси в Шарм-эль-Шейхе, ситуация более чем хреновая. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Здесь не работает ни Uber, ни Карим, вообще ничего. Есть какие-то непонятные WhatsApp-таксишки, где пишешь в чате оператору и типа приезжает машина, но я этим не пользовался и пока что, скорее всего, не собираюсь. Если буду, то, конечно же, вам доложусь. Сразу, в отличие от Хургады, могу сказать, что на улицах Шарм-эль-Шейха нету совершенно обычных маленьких таксишек городских. С чем это связано, хрен его знает. Возможно, они будут в более приближенных к городу местах. Мы, напоминаю, находимся на отшибе, ну не на таком, конечно, отшибе, но на расстоянии, возле отеля Альбатрос Пэлас. Разумеется, нельзя просто так доехать до Сохо, и найдя таки такси, мы наткнулись на самый популярный разводняк для туристов. 50 пиастров, бумажка зеленого цвета, 50 фунтов красного. Именно так их можно различить. 50 пиастров – это половина 1 фунта, и ее местные жулики очень любят подсовывать вместо бумажки в 50 фунтов. Развод медленно уходит в историю, так как 50 пиастров почти вышли из оборота. В принципе, пешком до Сохо дойти безо всяких проблем. С одним но. Dорога пролегала через пустырь, на котором бегала огромная свора собак. Знакомиться с этими собачками и проверять, насколько они позитивные, у меня не было ни малейшего желания, учитывая, что я боюсь собак до усрачки. Поэтому в результате за 2 бакса я договорился с каким-то местным таксистом, что он довезет. Да, 2 бакса много, знаю, за километр. Тем не менее, конечно же, не обошлось и без попытки надурить. Потому что сдачу он мне пытался дать бумажкой 50 пиастров, которая представляет собой копейки от фунта. Тем не менее, все закончилось хорошо, я живой, и даже мы доехали до квартала Сохо. Давайте его смотреть. Площадь Сохо или развлекательный центр Сохо Сквер – райончик в Шарм-эль-Шейхе для выкачивания денег из туристов. Будто все остальное для другого. Тут расположено огромное количество ресторанов и баров на любой вкус, если ваш вкус оценивается суммой счета. Типа я посидел в Сохо, вот фоточки, посмотрите, какой я модный, отвалил кучу бабла. Хотя кроме цен, Сохо особо похвастать нечем. Тот же совершенно стандартный набор кафешек и магазинов на пошопиться. Говорят, что есть развлечения и для детей. Охотно в это верю. Бесплатно можно погулять и сделать классные фотки. И потом дойти до своего отеля в Монтазе, надеясь на то, что тебя не сожрут собаки. Охрана на входе тоже имеется. Стоит мужик с металлодетектором. Есть опять же магазинчик с кучей всяких электронных прибамбасов для телефона. И таких магазинчиков со всякой электроникой дофига. Поэтому если ты забыл свою любимую селфи-палочку или какой-то провод, зарядочку, то это тоже не проблема. Огромнейшее количество стандартных магазинов. Есть, конечно, одно отличие от Хургады. Это то, что продавцы не пристают. Ты здесь идешь, и всем на тебя плевать. Что касается ассортимента магазинов, в Сохо можно найти абсолютно все, что вам не нужно. Тапки и табак в наличии. Как видите, дошел я даже до какой-то суши-лаунж. А зная мою любовь к роллам, конечно же, я познакомился с ценами, зашел посмотрел. За 6 кусочков вы заплатите что-то около 100-130 фунтов за 6 кусочков. Много это или мало? Это много для Египта. В Сохо находится также сцена, где организуются различные концерты. Исполнители приглашают не абы каких, а очень даже знаменитостей. Моргенштерн, Егор Крид, Астик и Асти, Джиган уже успели порадовать туристов за последние несколько месяцев. Кстати, догадайтесь, почему у нее затерто именно это место. В общем-то, основная фишка этого места в том, что здесь куча вот таких вот металлических статуй, с которыми туристы с удовольствием фоткаются. Если, конечно, эти туристы есть. А как мы знаем, в последнее время Египту очень сильно досталось. Сначала этот самолет в 2015 году, потом ковид. Удар по туристической отрасли был нанесен очень сильный. Вот именно о таких вот фигурках стальных я вам и рассказывал. Рожки у них идеально отполированы, видимо, туристы их частенько натирают. И я думаю, что я буду далеко не первый, кто в такой позе на этом прекрасном железном животном сфотографировался. Ну, в данном случае снялся. Именно об этом я и говорю. И таких скамеек здесь полно.
герои для фотографий самые разные, начиная с животных, кончая известными людьми. Чисто с практической точки зрения, где вам сходить в туалет, если вы вдруг оказались ночью в Сохо? Туалеты здесь есть, туалеты здесь бесплатные, но состояние самих туалетов оставляет желать лучшего. В том числе не закрываются двери. В любом случае, в наше нелегкое ковидное время у каждого в сумке должен быть дезинфектор для рук. Его и берите с собой смело. Добраться обратно до отеля без приключений тоже не получилось. Дошли мы пешком по адекватной дороге до пустыни, через которую мы шли пешком, когда было светло, и то тогда было не очень, потому что там тоже бегали собаки и ходили непонятные люди, которые на нас странно посматривали. В результате в полной темноте, дойдя, потому что фонарей там нет, дойдя до старта, вот где эта пустыня начинается, и мы увидели, что дорогу перебегает прямо перед нами какой-то кот. Ну, вроде кот, не кот, фиг его знает. Короче, нечто с большими ушами. В общем, включив фонарик на мобильном телефоне, в ближайших кустах мы осветили самого настоящего койота. Как к койоту относиться, честно, я не знаю. Собак я боюсь. Койот, что может сделать койот? Сожрать, укусить. Бешеный он, хрен его знает. Реально ушастый, сраный, долбанный койот с шикарным огромным хвостом и вот с такими ушами. Похож на лису по размеру, чуть меньше собаки и чуть больше кота. Как к нему относиться? Бояться его, не бояться? Я не в курсе. В этот самый момент энтузиазм идти пешком дальше что-то как-то пропал, хотя до отеля оставалось всего лишь пару километров. И тут из ночи, как какой-то долбанный Бэтмен, появляется таксист, который говорит: ребята, если вы заблудились, я могу вас довести до отеля. Назовите свой отель. Я сказал, что Альбатрос. Конечно же, сначала он назвал какую-то совсем жуткую высокую цену. В результате я уже, честно, был готов отдать ему даже сумму, что он просил. Ну, сторговались на 40 фунтов. Это пара баксов. Ну, в результате я ему заплатил, все-таки отдал ему 50 фунтов. И вот таким образом мы живые вроде как добрались до отеля. Поэтому мой вам совет: пешком, ну его нафиг. Собаки, какие-то непонятные койоты. К сожалению, я просто от какого-то такого шока каждый день, знаете ли, в наших европейских, там, у кого РФ, у кого Европа, странах на улицах бегают настоящие степные волки. В результате мой вам совет: не нужно ночью бродить по Шарм-эль-Шейху. Вас, скорее всего, сожрут.